Дорогие зрители, я рад вас очень всех приветствовать. Сейчас я кратко объясню, что вы увидите дальше. Я пробрался в закрытую усадьбу, или можно назвать дом Шлиппе. История длинная, можете почитать. Есть даже легенда, что в подвалах этого здания были замурованы, и их нашли 40 скелетов и один череп. Теперь расскажу немножечко о том, что там, собственно, происходило, так, заранее вам, спойлер. Да, слышно было пару каких-то неизвестных стуков, звуков, как будто кто-то ходит. На самом деле кошки, крысы, что-то двигает, что-то, ветер где-то, может, сквозняк. Все это можно объяснить, окей. Но каково было мое удивление, когда я сел за монтаж и увидел, что на камеру LiDAR записалось нечто. Нечто мне необъяснимое и непонятное. И это нечто, по всей видимости, следило за мной, ходило за мной все то время, пока я там находился. Приятного вам просмотра. Друзья, всем привет, еще светло, я вот пошел на разведку. Вот она, эта усадьба, куда мне нужно попасть. Следов туда нет. Здесь тропа, люди ходят на речку, там вон речка, она там рыбу ловит. Здесь какое-то здание заброшенное. Здесь все, видите, забором огорожено. Но вот здесь открыли и ходят на речку. Там вижу окно открытое. И вижу следы только вот животных. И там следы есть тоже животных. Как будто они туда забираются вовнутрь. Как туда попасть, я до сих пор не понял. Только если через это окно. Лезть, наверное, придется по темному. Здесь прямо у дороги находится она. И минимум света, камера ночного видения, LiDAR и вперед. Сейчас я буду вот так вот пытаться залезть. Вон там, видите, свет горит. Жилой дом, а я буду так вот лазить. Это такое себе люки, канализация, все может быть. Это сделать. Здесь окна пластиковые. Представляете? Друзья, это пипец. Мне нужен свет срочно.
Ё-моё, я сюда залез. Там подвал. Я думал, здесь вообще пола нет. Так, не светить вообще. Здесь желательно не светить. Но здесь люди есть. Видно, что ходят. Лестница вообще в подвал. Там что-то колышется. Так, я включаю лидар сразу. Блин, как же это все напряжно. Так. Я включил лидар. Вроде бы. Что это было сейчас? Запись-то идет, нет? Идет. Что за звуки? Что происходит нафиг? Сразу вижу. Да, вот он вход. Закрытый весь вход. Закрытый, потому что здесь, видите, ее восстанавливать будут. Скорее всего. Фокус, пожалуйста, вернись. Как-то странно здесь работает камера. Здесь, смотрите, свет. Здесь реально летом, что ли, работает. Но она в таком, конечно, состоянии. В плохом. Минимум света, друзья. И под ноги смотреть. Слушайте, ну стрёмно. Что это нафиг? Слушайте, ну стрёмно. Что это нафиг? Что за нафиг? Ходит кто-то на... А, нет. Ну, усадьба, блин. Слушайте, тут здесь голые прям стены. Проем заложенный, смотрите. Причем реально ее восстанавливают. Снег откуда-то. Не пойми, откуда здесь снег. Смотрите, блин. Просто закрыли проход. Просто закрыли проход. Просто закрыли проход. Просто закрыли проход. Здесь еще никто не ходил. Кроме меня. Все заложено. Как это вообще работает? На двери стоит подпорка. Вау, лестница. Офигеть. Ух, все скрипит. Здесь вот он, центральный вход. Сейчас я свет дам побольше. Ай, совсем. Центральный вход. Итак, ребята, для тех, кто пишет о том, что ну, тебя же все видно вот на камере с зеленым фоном. Типа ты же не без света ходишь. Вот смотрите, вы сейчас смотрите кадры с обычной камеры. Не с ночным видением. Я выключаю свет полностью. Вот она вам передает так же, как я вижу глазами. Я выключаю полностью свет.
Теперь вы видите кадры с камеры ночного видения в полной темноте. Ну и с лидара тоже, да. Понимаете, да, как это работает? Инфракрасные лучи глазу не видны. Если что, человеческому. Животные, по-моему, могут видеть. Обалдеть. Что здесь творится? Она полностью закрытая. Я... Сами видели, как сюда лез. Но она здесь восстанавливается понемногу. Смотрите, здесь вообще разруха. Офигеть, что это? Сколько дерева здесь. До потолка прямо. Деревом все завалено. До потолка прямо. Деревом все завалено. Обалдеть. Так. Что здесь такое? Смотрите, сколько книжек. Это все книги. Они в пакетах. Одежда. Вот это дела, смотрите. Текст государственного гимна. Как всегда, здесь была, видимо, школа. Физика, 9 класс точно. Школа была. Так. Пока что вроде как тихо, но какие-то звуки были. Мне здесь нужно свет выключить почти полностью. Здесь окно могут спалить. Вот он, этот салаз. Здесь какие-то чемоданы открытые, куча газет. Здесь салаз. Еще один. Здесь, смотрите. Обалдеть. Вы видали? Нет, не видали. Я вам сейчас покажу. Здесь спали. Ё-моё. А летом здесь живут. Ковер. Вообще обалдеть, блин. Его света. Сам как привидение, нафиг. Вы что это? Что это? Видели? На лидаре. Твою мышь. Святые ежики. Что это было сейчас? Вы что это? Что это? Видели? На лидаре. Можно свету чуть-чуть дать. Так. Можно свету чуть-чуть дать. Так. Что это было? Я что-то видел на лидаре. Или мне показалось. Фига узнает. Вот это что такое? Тогда мы с вами видели. Это зачем-то закрыли все вот такими вот решетками. Окна. Ну чтоб не лазили все видимости. Фиг знает. Но не все закрыли. Что-то тут было. Здесь пол
отсутствует. Ну что, пойдемте глянем. Сюда еще. Что здесь такое? Учительская. Смотрите, как заделали все, чтобы не лазали. Дела. Максимально стараюсь меньше светить в окна. Но выглядит и здесь как-то вот так все. Ну, в общем, особо не на что смотреть. Не знаю, как наверху, блин. Лестница просто висит. Ох, на свой страх и риск, в общем, я иду. Не знаю, выдержит, не выдержит. Хоть и ходит. Фокус теряется на камере постоянно. Новые перекрытия положили. Все на самом деле пусто. Вот здесь вот новое перекрытие. И, блин, как же это выглядит, а? Какие-то звуки. Как же это выглядит, а? Какие-то звуки. Как же это выглядит, а? Какие-то звуки. Внизу. Внизу какие-то звуки были. Что происходит? Что за звуки? Здесь страшно, друзья. Какие-то звуки происходят здесь. Здесь все пусто. Абсолютно. Абсолютно пусто. И это чердак. В чердак могу сделать свет побольше. Везде стройматериалы. Насколько эти перекрытия надежные, я не знаю. Но я по ним иду. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так выглядит балкончик. Очень красиво, кстати. Сохранилось еще железо. Я балансирую на этой палке. Слушайте, я слышу внизу какой-то звук. Что-то внизу есть.
Я выходить буду с другой стороны. Не там, где залазил. Почему-то на камере нету фокуса абсолютно никакого. Не фокусируется. Здесь прямо явный звук был. Я его прямо слышу. Вы знаете что? Мы с вами в подвал не ходили, а я с подвала слышал звуки. Если вы что-то заметили на лидаре или на камере на какой-нибудь, обязательно пишите об этом в комментариях. И поставьте лайк. Поставьте лайк этому видео, чтобы оно продвинулось и больше людей его увидело. Я в подвале. Что это за чайник посреди комнаты? Там что, джин? На самом деле, сука, стрёмно. И здесь закрытый проход. Смотрите. Зачем его закрыли? Чтобы с улицы не смогли сюда залезть. Ну, представляете, срезали и залезли все равно. Назад как потянуло-то. Ну, вот и побывали с вами в подвале. Но он небольшой, это как погреб скорее. Сейчас включу свет, а фигушки вам не включу. Нормально такая гантель.
знаю, было слышно на камеру, нет, как здесь что-то стукнуло. Здесь есть кто-нибудь? Из другого мира. Из другого мира. Из другого мира. Из другого мира. Вы видели это нахрен? Там кто-то ходит. Твою мышь. Вон. Чё за фигня? На лидаре. Чё за нафиг? Чё происходит? Жесть, блин. Слышишь? Вот там. Я слышу какие-то шорохи. Но в основном тихо. Шорохи могут издавать, конечно, кошки. Животные, скорее всего, кошки. Потому что я показывал вам, что здесь следы есть по снегу, и на окне следы именно животного. И, скорее всего, это кошки. Тусуются здесь, мышей ловят зимой. Ваши предположения пишите в комментариях. Есть тут что-то? Нет? Я на самом деле вот несколько раз посмотрел на лидар, на камеру. Ну, больше на камеру, потому что, чтобы фокус был, там все дела. А давайте я оставлю здесь камеру. Пусть пишет. Здрасте. Пусть пишет, а я пойду где-нибудь посижу. Мало ли, может, что запишет. Блин, я пойду, у меня свет в рюкзаке. Я оставил вас одних, если что.
Что это было-то? Что за звук? Слушайте, ну полчасика вы тут сидите. Я уже задубел. Я услышал какие-то стуки, что ли. Короче, что-то я услышал и пошел посмотреть. Зима, сами понимаете, холодная. Тусоваться мне тоже холодно, болеть не холодно. В общем, пишите ваше мнение. Что вы думаете про это место? Есть ли тут что-то или нет? Может, вы что-то заметили? Обязательно тоже напишите. Огромное спасибо, что посмотрели до этого момента. Ну и, как всегда, для вас бонус видео. Будет после того, как я отсюда выберусь, блин. Слушайте, ну такая усадьба, то есть, ну, голые стены. Восстанавливать пытаются. Вот я вот здесь стоял, у выхода, смотрел так себе на улицу, спокойненько. А вот о чем я вам говорил. Следы кошачьи всякие. Я сейчас буду отсюда пытаться вылезти. Наверное, свет выключу. Блин, нифига не видать без света. Я не знаю, как я отсюда сейчас слезу. Есть там внизу что-то. Прыгнул просто наугад. Так, наверное, я пройду вот здесь вдоль стены. Народ, здорово всем. Здравствуйте, праздничные у меня с Максимкой выходные. Ага. На заброшке, блин. Короче, это замок мафиози. Ну, опять же, так написано в интернете. В 90-х его начал строить какой-то, ну, важный человек, по всей видимости. И что-то с этим важным человеком вдруг произошло. Так оно все и стоит. Родственники не хотят это все восстанавливать. И в интернете опять же бродят слухи о том, что здесь бродит призрак этого самого чувака, кто его строил, хозяина. То есть он якобы до сих пор в стенах этого замка строил для себя дом, и вот здесь и остался. Не знаю, получится ли нам попасть туда. Все забором обнесено, как видите. Тут вот соседи. Тут вообще улица оживленная. Да. Там вон Насколько нам дом. хватит показать вам, и получится ли показать, ну, пойдемте попробуем. Там у вас, вот здесь ясно, там все заросшее, блин. Туда даже не пролезет. Как лезть теперь? Видишь, как
Прям через забор. Ну. Ты что думаешь? Как залезть? Мне кажется, как-то вот тут вот поверху, но здесь вот точно. Куда ты провалишься сейчас? Будь- Ну да. Либо не лезть. Чисто со стороны отснять. А что снимать со стороны? Ну, нет, ребят, просто я хочу, чтобы вы понимали, но я не настолько, ну, типа, безбашенный, чтобы брать вот на частную территорию, вот настолько залазить. Это частная территория. Представьте, к вам на дачу залезут. Хотя у вас там забор будет стоять. Вот залезут и будут там шастать. И в дом зайдут. Да. Хоть и стоит он без окон, но Если это бы частная тут был территория. доступ, блин, я бы туда с радостью залез. Его нет. Там на проволоке все. Явно, чтобы не хотят это место посещали люди. Да нет, хотели. И я сейчас расскажу. Владельцы, ну, родственники, этим летом, кстати, вот этим летом они хотели начать восстанавливать. Поставили вот этот забор. Ага. И на этом все закончилось. Поэтому здесь есть владельцы. Это частная территория. Кисун там. Там? Да, кисун. А нет, там кисун. Там кисун. Оттуда эхо отдается, блин. Не, она примерзла, мы ее даже если здесь снять проволоку, мы ее не отодвинем. Она примерзла к земле. Короче, это не вариант. Да вообще это заброшка не вариант, походу. Ну, слушай, бывает и такое, да. Бедненько. Да не, на самом деле мы могли бы сейчас, да, обнаглеть, полезть, там, но последствия, сами понимаете, какие могут быть. Они непредсказуемы. Вон, вот, смотрите. Видите вот этот забор? Вот там, видите, вон гараж стоит. Это уже, ну, как бы, все, частная территория другая от соседей. Ну, то есть это максимально охреневшими надо быть, чтобы туда залезть. Летом еще ладно, может, там можно отодвинуть, пролезть, а сейчас хрен ты что-то отодвинешь. Забор вообще примерз конкретно. Но он прям полностью вот, он в сугробе просто. Не в сугробе, просто там вот это вот. Может, это воротина, я не знаю. А может, это и вкопанное. Как-то что-то должны были завозить что-то. Мне кажется, это воротина. Но она примерзла, то есть ее как оставили, она в землю и примерзла. А Даже если ее не отодвинуть. там сбоку, сбоку гараж какой-то. Так и говорит, что соседи. Блин. То есть это сплошная такая территория. Ну вот. Но есть и вариант еще на там угол посмотреть. Может быть, там что-то. Как- Я даже не знаю, Максим. Вот это кадр получился. Просто ставь подальше, чуть-чуть отойду. Что, какой? Такое лицо, короче, на фоне заброшки такой. И заброшку видно очень хорошо. Ну, пойдем там попробуем. Вот там есть подвал. И причем там под машиной место, блин. Да ладно. Да. А как мы туда заберемся? Охренеть. Дай-ка сюда. Там пипец. Как туда забраться? Там высота, офигеть. Что, высоко? Где хрен, кстати? Охренеть, блин. Да, вон там высота просто офигеть.
Это как, считай, на второй этаж дома залезть. Вон там под машиной место есть. Может через провал типа попасть. Ну там, там даже следов нет, только животные вон. Зимой туда точно никто не лазит.